Всем приветики, друзья! Мы сегодня продолжаем Fear the Time Loop, но сегодня я пригласила нашего модератора Александра поучаствовать в записи этого видео. Александр будет на записи вместе с нами, будет видеть все, что происходит у меня на экране, и давать какие-то свои советы, рекомендации и высказывать свое мнение по игре тогда, когда он захочет это сделать. Поехали? Привет, поехали. Вот эта идея совместного прохождения родилась у меня где-то полгода назад, и вот только сейчас удалось ее реализовать. Ну и давай вспоминать, что у нас происходит в игре вообще. Кстати, вот, да. Ржавый ключ от коридора, 3-й этаж. Это предмет, который выпадает после того, как мы посмотрели кассету. Как использовали видеокассету. И я вебку спустила вниз, совсем вниз, ну, там оставила как бы место для того, чтобы вы тоже видели задания, которые у нас появляются. Собрать статую — это основная задача. Доп. Задача — используйте ключи, чтобы исследовать 3-й этаж. Я вообще без понятия, на самом деле. Ржавый ключ от коридора, 3-й этаж. Надо просто идти и смотреть. И Александр мне тут напомнил вот про что. Ключ от ящика с припасами. Патроны песика. Отлично. Так, зарядить я не могу. Давай посмотрим. Дробовик заряжен. И нужно зарядить пистолет. Короче, в прошлой серии мы так и не применили способности. А как они применяются вообще? Какая-то кнопка там. Какая кнопка, какая? Т, смотри. Значит, способности, до которых мы так и не дошли. Просто я забыла про них. Адреналиновый рывок. Увеличивает длительность действия обезболивающих на 35%. При этом скорость перса во время их использования остается прежней. Допустим, активировать. Ну, просто у меня ничего другого нет, я буду применять адреналиновый рывок. Вторая жизнь. Как бы странно это ни звучало, это дает тебе шанс прожить еще одну жизнь. Восстанавливается в начале новой главы. Как это понимать, еще одну жизнь? Теперь ваша полицейская дубинка, прорыв, не только наносит урон врагам, но и ломает хрупкие двери на вашем пути. А чё сразу-то не сказали про такой прорыв? Дубинкой можно долбить двери. Экономия патронов. А? Экономия патронов. Так вот, я что имею в виду, что если взять дубинку и, например, попробовать бомжей долбить дубинкой. Вообще, после прошлой серии сложилось такое впечатление, что так как у нас есть зеленая и синяя карта доступа, сложилось такое впечатление, что нужно пройтись по всем этажам, включая подвал, и посмотреть на запертые двери, запертые ящики и так далее. А фонарик где? Так, блаженные все там же стоят. Так, предлагаю, значит, подумать логически. Ржавый ключ от коридора, 3-й этаж. Ключ, открывающий доступ к коридору в правом крыле 3-го этажа. Вот смотри, в моей логике что это значит? В моей логике это значит, что у нас есть больница, у нее есть 1-й, 2-й, 3-й и так далее этажи. И проход к ним должен быть по какой-либо специально отведенной лестнице. Но так как в этой игре мы сейчас действительно не в реальной больнице, а в больнице фиг пойми какой, то вот этот доступ к коридору в правом крыле 3-го этажа, он может быть где угодно. То есть я вот не знаю, как сказать. Получается, что если мы посмотрим карту, например, подвал, понятно, этаж 1. Кстати, в подвале остались закрытые двери, точно, я про это помню. Этаж 1, например, посмотрим. Вот зона с садом, бассейном и так далее, она вообще у нас неизведанная, она черная, закрытая, и мы туда не проходили. Здесь действительно есть красная дверь. Закрытая дверь, я не знаю, курсор отображается у меня на экране или нет. Ну, вроде бы как должен отображаться. То есть можно попробовать сюда пройти. Потом, если посмотреть карту, этаж 2, здесь запертая область, запертый ящик уровень 3, дверь 3-го уровня, это красная ключ-карта. Какой-то спуск вниз, кабинет директора, почему-то запертый ящик уровень 4, почему-то он красным отображается, хотя я его открыла. Сюда, понятно, мы не можем пройти. То есть здесь, короче, тоже большая такая нифиговая область, неизведанная. И 3-й этаж, конечно же, закрыт. То есть есть такое предположение, то, что в этой игре все может быть не так логично, как у меня в голове. Значит, чтобы пройти в сад-бассейн, просто как идею, то что нам нужно сделать? Фойе, спуск. Так, это лестница наверх. Короче, куда-то пройти за фойе, получается, в ту область, что ли.
Здесь-то дверей нет, здесь только одна, вот это вот выход. И мы проходим в область, где мы ломали двери, например. Так, если идти вот так. Если идти вот так. Правое крыло. Ну вот что-то похожее, да? Здесь перевернутая вот эта область. Это спуск вниз, насколько я помню. А, в смысле спуск вниз. Это что такое? А нам же не может быть... А, нет. А, так вот эта же область открывается дискетой. Подожди-ка. Сань, посмотри на карту. Да я вижу, где-то левее должна быть. А это как левее? Тут стена, Сань. Это как работает? Смотри, мы сейчас смотрим... А, вот. Мы сейчас смотрим на запертую область, а это то, что открывается дискетой. Представляешь? В обеденной что горит-то? Какой уровень? Обеденная, выход из столовой, запертый ящик, уровень 3, обеденная, выход из... А как дойти в обеденную? А, обеденная, знаешь что, мы в ней были. А почему? Выход из столовой, я помню, что это такое. Туда нужно было применить ключ. А, кстати, вот эта логика. Возможно, знаешь? Стоп, а как пройти в обеденную? А назад, все правильно. Как назад? А реально Ну, ты назад? правильно шел. Мне кажется, не исследована область, почему она красная, потому что ты либо что-то не собрала, либо еще что-то. Как не собрала? Ну, допустим, у тебя обеденная красная, потому что у тебя там ящик запертый. А, ну, кстати, логично. Вот, помнишь это место? Угу. Я про вот эту вот дверь. Нифига! Оно не работает. Ржавый ключ от коридора, 3-й этаж. Нет, это не эта дверь. То есть, да, мы могли с помощью прохода вот этого вот пройти, открыть себе аптеку, там дальше уже в сад и бассейн, но фигушка. Значит, там на 2-й этаж. А на 2-м этаже тоже там одни ключ-карты требуют. Интересный расклад пошел. Так, еще раз карту. В обеденной бара, да. Дверь около сада и туалетов бара, да. Склад дискета. А почему написано склад дискета и дверь-то синяя? Ну, это, может, куда вставляется дискета? А, ну да, точно. Я пока что не просекла логику. Действительно, ящик на цепях у нас закрыт, и поэтому вот этот вот туалет отображается красным. Комната ожидания закрыта. Компьютер службы безопасности. А на 2-м этаже есть предположение, что мы можем сделать? Дверь 3-го уровня с ключ-картой. Ординаторская — это дверь 4-го уровня. Кафетерия — запертая дверь. А может быть, запертую дверь можно вынести? Гинеколог. Вот здесь вот мы были. Хорошо, тогда предлагаю забег по 2-му этажу. И нужно посматривать за здоровьем на правый нижний угол экрана, потому что там у меня уже, конечно, время прошло. Кто что сказал? Вот, допустим, мы здесь побегаем. Еще раз карта. Что-то мы идем не туда. Не туда. Комната терапии наверх. А, так лестница наверх! Саня, тут лестница наверх! Я ее не видел. Мы вообще никогда не были здесь. Используйте рацию. Ой, там собака вот эта! Так, пробел. Какой пробел? Я из лонгдарка пришла, блин, и пробел пытаюсь нажимать. Идем вниз. Как в этой игре-то что делать? Так, собаку нужно вывести куда-нибудь вот сюда. Опа. Хорошо. Не ожидала нападения сейчас. Используйте рацию. Ща, я использую рацию, только управление вспомню. Я не помню вообще, что делать. Найти источник сигнала. Диспетчерская. Карта не найдена. Вот тебе и проход на 3-й этаж, который даже не потребовал ключа.
А, связаться вот здесь. Rose, are you there? Роуз, ты на связи? I... Я? Damn it. Да твою ж мать. The earthquake. Землетрясение. The sirens. Сирены. The lights. Свет. Day. В тот день. It's back in front of me. Это снова передо мной. Can't get it out of my Я head. не могу выбросить это из головы. Are you okay? Купер, ты в порядке? What's going on with you? Что с тобой происходит? Digging through the past Ты again. снова копаешься в прошлом, да? I told you. Don't Я же let it говорила drag тебе, you. не дай этому Not затянуть just тебя. the past, Rose. Это не просто прошлое, Роуз. I see her. Я вижу ее. The little girl. Та маленькая девочка под завалами. She was screaming. Она кричала. She was calling for me. Она звала меня. Don't. Купер, не надо. Everything you could. Ты сделал все, что мог. No one could move three people out Никто at не once. смог бы вытащить троих сразу. Ты это знаешь. No, you don't understand. Нет, ты меня не понимаешь. I chose Rose. Я сделал свой выбор, Роуз. I made a fucking choice. Я сделал сраный выбор. I pulled them out. Я вытащил их. I thought I was right. Я думал, что я прав. Saving Спасая more people. больше людей. But that girl, Но та девочка, she was all alone. она была совсем одна. I saw her reaching Я towards видел, me. как она тянулась ко мне. I saw it. Я это видел. And what did I do? И что же я сделал? I turned away. Отвернулся. I fucking turned Я, мать away. твою, отвернулся. Who fucking does that? Кто же так поступает? Cooper, listen. Купер, послушай, ты спас двоих. That was your duty. Это был твой долг. Couldn't be everywhere. Ты не мог быть везде сразу. Никто не может. Долг? It was. Это был мой выбор. I decided who lives Я and who решал, кто dies. будет жить, а кто I умрет. looked into her eyes, Я посмотрел ей в глаза, and I Роуз, left. и я ушел. And she И она screamed. кричала, когда ко мне. I could have gone Я мог back. вернуться. I had the time. У меня было время. I chickened out. Но я струсил. Those who seemed- Выбрал тех, кто those казался... who seemed Кто казался more важнее. important. And now И теперь... it eats at me. И теперь это пожирает меня. Купер, перестань мучить себя. You're human. Ты человек, ты не машина. We all made choices that Все мы сделали выбор в тот день. I, И too, я тоже. I didn't save you. Я тоже спасла не Don't всех. you dare, Rose. Не смей, Роуз. Don't you dare compare Даже не yourself смей to me. сравнивать себя со I мной. abandoned her. Я ее бросил. I killed her Я ее убил, because I потому thought что I думал, knew что it я was знаю, right. как правильно. And now I'm here. И теперь я здесь, God-forsaken в этом hospital. проклятом богом госпитале. It's all coming И back все возвращается. because of what I did. И это все из-за того, что я сделал. Хватит, Роуз. Мне не нужны твои I слова. don't deserve Я не them. заслуживаю их. Fuck. Черт. So fucking sick of it all. Меня уже тошнит от всего этого. Это было очень эмоционально, и это было про записку, про пожар, который мы читали в прошлой серии. То, что он себя так винит, я не знала. Фух, прямо ух. Прямо ух. Продвигаемся. Розовый леденечек. Патроны пистолета. Так, зарядка. Сколько у нас? 12, значит, получается, патронов за один раз. И здесь вроде как больше ничего нет. Карты нет, поэтому бесполезно тыкать. Сейчас, наверное, карту найдем где-нибудь. Так, ну, короче, нашли лестницу, про которую все забыли. Как будто мигала что-то эта бутылка. Так, служебное помещение. Интересно, если я выключу свет, так лучше будет? Гранд-премьера шоу «Жизнь шерифа Купера». Только одну ночь и снова каждую ночь. Добро пожаловать, дорогая публика! Вам предстоит увидеть незабываемое представление о мужестве, славе и падении одного человека. На главной сцене пожар в Шалоре. Сколько душ удастся спасти нашему герою? В закрытом блоке драма разбитых сердец и невыполненных обещаний. В финале приговор зрителей без права на обжалование. Участник сегодняшнего вечера Джеймс Купер, бывший шериф, герой County News, человек, потерявший все, но отказывающийся это признать.
призы для зрителей, громкие признания, слезы отчаяния и, конечно же, его падение. Помните, это шоу никогда не заканчивается. Каждый акт начинается заново, пока вся кровь не будет смыта. Не пропустите трансляцию, настройтесь на нужную частоту и оставайтесь с нами. Это сюр? Патрон дробовика. Ага, ну конечно. Патроны пистолета. Одна штучка у меня буквально не влезла. Ржавый ключ от коридора не применился. И, блин, я предлагаю вернуться. Ну, в смысле, потом... А? Я предлагаю просто выстрелить в стену. Выстрелить в стену? Ну или так, ключ потратить. Corner. Подожди. А, на меня выбежали. Все, отбегаем. О-о-о. Так, куда-то в шею получилось совсем криво. О, это ж бронебойный. Дробовик не будем тратить, давай магнум. Хорошо, один упал. А сейчас инвентарь освободится или нет? Патрон дробовика. А сколько я в него? 6 могу зарядить только. Так, лады. Наконец-то, короче, мы использовали ржавый ключ от 3-го этажа, который нам дали после кассеты. Все. Осталось найти карту. Я очень внимательно пытаюсь исследовать. Ага. Чё вот эта записка напоминает? Какая записка? А, про шоу? Как будто вот этот вот антагонист или как называют. Ну, чё тебя у ворот там не учили? Странно, у меня падает здоровье. Хорошо, а мне срочно лечиться надо. Сань, подожди, как бы сейчас какая-то ситуация произошла. Я вот думаю, чем мне лечиться. У меня с собой ничего нет, представляешь? Время заканчивается. Так, попробуем... Нет. Попробуем пакет с кровью. Во время игры вы будете находить различные предметы. Пакет с кровью, чтобы вылечиться через инвентарь. Не останавливать кровотечение, устанавливать здоровье. Так, давай. Инвентарь на тап. Пакет с кровью. Лечиться. Фу, так он мне просто жизнь спас. Вот это бронебойная, это медсестра была. Да, жесть, надо записку прочитать. Через меню. Меню. А как меню открывать? Карта, Q, записка. Глава 4. Да, жестокое убийство в Томсвилле. Жестокое убийство после катастрофы. В Томсвилле найдена изуродованная женщина. Едва город начал оправляться от разрушительного землетрясения, как его вновь постигла трагедия. В ночь на 22 октября в заброшенном доме на Оук-Ридж-стрит было обнаружено тело 28-летней Эмили Харпер, медсестры больницы общего профиля Томсвилла. По словам следователей, смерть носит ритуальный характер. Представители департамента шерифа сообщили, что тело находилось в центре странного символа, нарисованного на полу мелом и кровью. Стены были покрыты загадочными надписями, фрагментами предположительно религиозного или оккультного происхождения. Окружной шериф Джеймс Купер заявил, что, несмотря на продолжающееся расследование, власти не исключают возможность связи между убийством и недавним землетрясением. Люди напуганы произошедшим. Мы просим всех сохранять спокойствие. Наши офицеры работают круглосуточно, и сейчас этому городу больше всего нужна выдержка. Купер подтвердил, что патрулирование в районе усилено, и призвал всех, у кого есть инфа о жертве и ее знакомых, связаться с департаментом шерифа Томсвилла. «Мы уже потеряли слишком много жизней в ту ночь, когда дрогнула земля», — сказал шериф. «Мы не позволим этому городу снова погрузиться во тьму». Так, в общем, это получается вторая записка о ритуальном убийстве. Ага. О, вот это красиво! А вот это не очень! Отходим. Что ж ты сзади-то подкрадываешься?
Пушка у меня, конечно, зачетная. Так, все еще в поисках карты. Какое-то большое крыло. Давай обойдем вот здесь. Открыть синий... Синяя карта, патроны Магнума. Круто. Круто. И смотровая у нас еще одна комната, закрытая цепями. Такая комната есть в подвале. А, я не могу здесь ничего сделать. Патроны пистолета мне дали. Какая-то огромная область. Сань, ты хотел рассказать что-то про сюр-записку? Это похоже, как будто этот отец вот этой дочери, ну, девочки мстит Куперу. С другой стороны, это не вписывается в другие ритуальные убийства и вообще ритуалы эти. А почему отец? Там же про нее ничего не сказано такого. Ну, про отца. Друг дают. Не попала. И теперь я не попала. Текстуры, конечно, я в текстурах прям. Да ладно. What? You... Бинт лечится. А бинт ничего такого не делает. Он, по-моему, замедляет. Такое ощущение, будто все на усложнение пошло, да? Мне нужно что-то найти. А я что? Я вышла назад, что ли? Да. Угу. Давай в экстренном порядке попытаемся чего-нибудь найти. Я паникую, я немножко паникую. У меня осталось мало времени. И вот то, что меня долбанули, это прям плохо. Это что такое? Это что произошло здесь? Здесь опять происходит то же самое. Короче, если меня долбанут, это будет просто good game. Пожалуйста, успокойся. Жесть какая-то. Я думаю, звуки какие-то странные. Те же самые звуки есть на втором этаже. Как будто спаун какой-то или что, я не понимаю. Так, я была вот здесь вот или как? Она, знаешь, она как будто собирается заново или что? Бессмертная, что ли? Не знаю. Я кругами хожу? Вот сюда идешь. Да-да-да, вот я иду вот сюда. Заперто с другой стороны. Это что? Реанимационная. Которая, надеюсь, никого не воскресит в этот раз. Реанимационная, операционная. А, да? Прикинь, мы в сейф-комнату пришли. У меня есть пакет с кровью переместить. Пакет с кровью, значит, лечиться. Вообще круто. А чё, пакет с кровью действует почти как аптечка, что ли? Угу. Я что-то... Вдруг... Я словила легкую панику из-за того, что совсем у меня как бы здоровья мало было. С другой стороны, логично, ты теряешь кровь, потом кровью восстанавливаешься. Ну, так-то да. Так, сохраниться мне предлагают. А где магнитофон-то? Сохранить игру. Вот сюда, значит, записываем. И архивную пленку складываем обратно. Чупа-чупс. Ну, блин, если мы сейчас исследуем... Ну, ладно. В прошлой серии, когда я шла ставить чупа-чупс на второй этаж, это было как бы логично. Сейчас мы на третьем уже этаже, поэтому чупа-чупс сразу ставить мы не пойдем. Я лучше потом займусь вот этим всем перетаскиванием. Патроны дробовика. Один патрон занимает слот, но у меня, в принципе, 2 слота есть. Патроны для пистолета. Там же дверь синяя вроде, не? Так, нет, фиолетовая. Ничего не видно. А, еще один, что ли? Может, мне дадут какую-нибудь, я не знаю, взрывчатку?
Есть взрывчатка? И ничего не вышло, да? Капец. Такое. Черт, я на панике постреляла всех пацанов. Опа. А это как так? Хорошо. Еще тоже хорошо. Сколько растяжек-то здесь? Почему он первый раз не попал? Я в шоке, конечно. Ладно. Прям какое-то усложнение. Берем дубинку. И выбиваем дверь. Заодно проверили теорию. Можно ли дубинкой выбить дверь? Да, с такой способностью можно. Ультрафиолетовая лампа. Ночью я возвращаюсь сюда, в эту смотровую, и оставляю подсказки. Для тех, кто придет, хотя и не совсем из этого мира. Обычный свет их не покажет. Они скрыты от глаз врачей и медсестер. Они бы стерли это все, не задумываясь, словно этого никогда не существовало. Но если ищущий посмотрит глубже, если его стремление будет одновременно истинным и безумным, он увидит. Ключ спрятан в этих знаках. Ключ к пути вперед. К монете, священной, драгоценной, нематериальной, но умственной. Это мое отражение, мой фрагмент, и лишь избранный поймет. Я поужинал, но сон мой не будет спокойным. Мои сны тяжелые, темные, потому что того, кого я любил, больше нет рядом. И, возможно, никогда не будет. Загадочно звучит. И куда вставлять УФ-лампу? Я думала, какие-то патроны дадут. Жесть, ну что-то мне без карты тяжко как-то стало. Еще одна комната. Проход на балкон. Ну, в смысле, комната с цепями. Хирург это фиолетовый. Угу. Куда-то будем вставлять, короче, лампочку. Склад медикаментов закрыт с другой стороны. Собака! А если собаку бить вот так вот? Нормально будет? А, реально получилось? Я думала, с собакой это не прокатит. Он же более бронебойный, чем обычные пацаны. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой. Только как сделать, чтобы меня не били? Ну, в принципе, они полегли нормально так. Монета самости. Самости. Это кто-то почитал психологии, короче. И изобрел монету самости. Так. Я хожу абсолютно как слепой кот. Я пока не понимаю, где я и что происходит. Используйте рацию. Связаться. Осень закончилась. Что? Что ты, черт возьми, говоришь, Роуз? Осень? Все кончено. Больше карнавала не будет. Карнавал закрыт до весны. Карнавал? Роуз, пожалуйста. Только не ты. Не надо сводить меня с ума. Купер, ты меня слышишь? Отвечай, Купер. Черт возьми, эта рация бесполезна. Это какое-то безумие. Пока ничего не понимаю, к чему там карнавал и так далее и тому подобное. И вообще, я начинаю думать, что Роуз это что-то в его голове. Хотя хочется надеяться, что это реально настоящая Роуз. Открыть красный. Угу. Ну вот здесь неплохо бы карту положить. Дайте обычному игроку карту, чтобы он понял, где находится. У нас сейчас реально огромное количество дверей с красным замочком. Ну, в смысле, с красной ключ-картой.
Хирург. Что-то мы еще не нашли. Операционная. А, так отсюда мы вышли в эту область, которая оказалась тупиковой, получается. Получается, надо думать, куда можно вставить ультрафиолетовую лампу. Значит, станет отличным помощником, если вдруг понадобится обнаружить скрытые сообщения. А где конкретно скрытые сообщения-то содержатся? Ну все, и там тупик. А, например, если подумать, на втором этаже у нас нет скрытых сообщений нигде. Операция, значит, это фиолетовый 4 доступ. Нужен предмет сохранения. Здесь тоже никаких применений лампы нет. Выход и закрыто. А что делать-то? Что делать предлагают? А здесь мы были? Да, здесь мы были. Опять рация. А, это баг, что ли? Похоже, только что был баг, и мы поймали рацию, которая должна быть после открытия этой комнаты. А если я не хочу драться с ней? Она все время спаунится здесь. Так, 3 удара, 4, 5, 6. Все, конец. Да, конец. Что выносливости нет. Не, если бы была выносливость, было бы печально. Мне кажется, она спаунится. Ну да. Она как будто собирается заново, что ли. А я, получается, хожу туда-сюда? Угу. Смотри, вот, Сань, как это назвать? Называется бессмертие. Ну она реально заспавнилась. А я в прошлой серии думаю, что такое-то? Почему-то постоянно эти медсестры появляются. Закрой рот, наконец-то. Потому что это звук спауна, понятно. Так, я ничего не поняла, что делать надо. Где какую лампу применять? Никакой карты нам даже не дали. Все, я выхожу на 2-й этаж. У меня есть, значит, монета, мне дали чупа-чупс, и мне дали ультрафиолетовую лампу. Я думала то, что когда я открою какую-то новую область, нам дадут сразу же ключ-карту, но ключ-карту пока что не дают. Так что моя теория не сработала нифига. Точек взаимодействия это тоже не было, где можно поменять лампу. Так я про это и говорю. А видишь ли, время-то идет. То есть надо как-то игру, получается, на паузу ставить и что-то думать, что делать надо. Потому что здоровье падает. Мы как бы что нашли, то использовали, и все. Ну хорошо, вот область, которая с желтыми стенами. Там был кабинет директора, по-моему, комната отдыха. А что закрыто? А что закрыто? Почему-то закрыто. А, ну да. Это черная неизведанная область. Кабинет директора, служебное помещение, дверь 4-го. Дверь 3-го. Так, ну что, пришло время мозгового штурма, потому что у меня осталось мало здоровья, у нас есть УФ-лампа, которую мы не знаем, куда применять. И по каким-то образом я вышла опять на 2-й этаж, предлагаю вернуться на 3-й. Так, и как я это сделала, я не знаю. Как там на 3-й-то проходит? И... А? В правом крыле. Я не знаю, в каком я крыле, тут же не написано. Да, все, мне пипец. Здоровья мало осталось. Ну, я не знаю, если я так сильно туплю,
То есть я не могу так быстро решать загадку, то может быть лобби. Может быть мне вернуться за аптечкой? Хотя, конечно, что-то бы хотелось скопить. Я знаю, что у меня есть в инвентаре аптечка. Ну и монетку положить. Лаборатория. Аптечка переместить. Монету самости. Значит, мы ее перемещаем. Чупа-чупс пока не трогаем. Я думаю применить аптечку. Лечиться. Все, и теперь быстро-быстро бежим на 3-й этаж. Потому что, скорее всего, эта УФ-лампа применяется где-то там, в новой области. Сань, как пройти, ты помнишь? Ну, открой карту. Вот тебе налево. Через... Через что? Туда идти. Правое крыло, где была синяя ключ-карта. Я пытаюсь просто как-то побыстрее, значит, это сделать. Вот здесь у нас спуск вниз. А, и сразу же лестница наверх. Все, мы попали обратно в эту область, в которой я ходила кругами. Потому что страшно, ничего не понятно. Диспетчерская. Типа, мы должны как-то... Какие идеи, Сань, насчет УФ-лампы есть вообще? Ну и столько, где вот эти вот знаки бесконечности, там где-то искать. Ну, как по мне. Ну, то есть ты бы искал там? Да. Ты, медсестра, помрешь? Нет! Прикинь, мне каждый раз ей нужно давать по морде. X-Ray Room, комната рентгена, она у нас не тупиковая. Так, это проход, здесь была записка. Надо искать дверь запертая. Переход в красную область, вот он. Допустим. Вот еще одна странная область. Это именно та область, в которой я сказала, что тупик, да? Ну, вроде да. Тупик. Лобби. Комната отдыха. Комната отдыха. Что-то связанное с лампой нам нужно. Кладовка. Открыть. Это нельзя открыть. Меня, кстати, удивляет, что нам прям карту не дают, а? Слева заходи. Как? А куда я зайду? Ну, в ту комнату. Вот в эту? Да. Зачем? До конца проходи. Тут нету никакой этой. А куда-то оставлять-то, ё-моё. Я не знаю, у нас, короче, время идет, а нужно решить, куда нам вставлять УФ-лампу, чтобы нам как-то пройти дальше. Вот здесь вот, где этот, еще один знак бесконечности был. А здесь не было знаков. Знак был только в той комнате, где записка. Ну вот туда надо идти. Не, Палата где ты- суши... О! А это новая область! Мы никогда не были в палате 116. Это шутка такая? Тени в палате. Доктор сказал, что скоро я поеду домой. Я так рад! Наконец-то я выберусь из этого ужасного места. Вчера был праздник. Принесли торт, шарики и того клоуна. Он был очень высокий. Слишком высокий. Его руки были длинными, как у папы, когда он тянется к чему-то на верхней полке. Он рассказывал шутки, но никто не смеялся. Его глаза... будто нарисованные, но они ни на секунду не переставали смотреть. Он вообще моргал? Я не хотел, но он сказал подойти ближе. Его голос был тихим, как у медсестры, когда она говорит: «Не бойся». Я сказал доктору, что мне не нравится этот клоун, но ночью он все равно пришел. Когда он шел, я слышал, как в темноте лопаются шарики. Что за жесть? Палата 116, в которой ничего нет. Палата 117. А я же сказала, что мы в тупиковой области. Закрыто. Непонятно. Ай, выбор двери. А как мы пропустили-то? Право или лево?
Право-лево? Ты вроде всегда левый открываешь. Окей, лево. Палата 118. А, ну здесь, смотри, статуя какая-то. Обезболивающая, обезболивающая. Вот это выглядит интересно. Статуя чувака прямо около палаты. Патрон дробовика. Зарядить я не могу. А что у меня с магнумом? А, магнума нет. Хорошо. Капец, как я профукала проход? Комната для вечеринок. А, вот это клоун! Нужно отойти. А ты куда убежал-то? Я не буду к нему заходить, он ко мне сам выйдет, я считаю. А, ты еще убегать собрался? А, у него дверь какая-то есть. А куда дверь-то идет? А как так-то? Как? Я не знаю, босс-файт это или нет. Он от меня прячется. Stay down. Вот так лежи и не вставай. Красная карта доступа. Убейте клоуна. Заберите красную карту у клоуна. Ну-ка, это вообще круто. Нам предстоит полный обход этой больницы. Просто полнейший, тотальный. Тотальный обход. Комната для вечеринок. Значит, это зона комнат для вечеринок. Возможно, здесь есть какое-то применение ультрафиолетовой лампе. Точнее, лампочки, но мы не знаем. Мы не знаем, просто потихоньку надо все обходить. Это что? Кто-то ел ноги. Закрыто с другой стороны. Ну так, какие-то игровые комнаты. Так. Мне кажется, еще, знаешь, когда ты ходишь по темным каким-то коридорам с фонариком, в голове становится сложнее прорисовать визуально хотя бы карту какую-то. Ну, это как бы усложняет дело, скажем. Я не вижу никаких вообще взаимодействий. Левая сторона как будто выпадает вообще. Почему? Ну, так камера повешена. Так, тупик, стоматолог, красная карта доступа, которая мне только что дали, отлично. Открываем стоматолога. Используйте рацию. В смысле, накормить пасть? Что такое накормить пасть? Черт побери. You there? Роуз, ты там? Here. Я здесь. А где ты? Dentist's office. В кабинете стоматолога. По крайней мере, я так думаю. Здесь рот. A mouth. Огромный. A huge На one. стене. И кажется, что... Кажется, что он I дышит. think it's breathing. Don't touch it. Не прикасайся к You don't нему. have to tell me twice. Но мне 2 раза повторять не нужно. Оно помнит тебя. Что? The hell does that mean? Что, черт возьми, это значит? Left something there last В time. прошлый раз ты там что-то оставил, не так ли? What are you talking? Роуз, о чем ты? Open wide. Открой ротик шире. Это когда ходил к стоматологу, потом, короче, у тебя вот такие вот сны начинаются. Жесть. Я вспомнил, кого напоминает Купер. Кого? Бэтмена.
Бэтмена почему? Ну, он также орал. А, как разговаривают? Да. Кто делал эту озвучку, я в шоке. Аптечка, я в шоке. Обезболивающий, патрон дробовика, красная карта. Капец. Только не говорите мне, что надо будет... А, ну и конечно, возвращаться за патронами, за Это не Немезис, что ли? Who are you? Что ты такое, черт возьми? Вставить монету. А, вот она где загадка-то с монетами. Что это просто? А, еще один проход. Так, здесь еще раз я убеждаю, здесь тупик, есть 2 предмета, которые нужно взять. Вставить монету здесь 5 монет. Ну, просто можно перетаскать сюда предметы, скажем. Наконец-то карта! Не попал. Так, а вот этих можно замочить, в принципе, дубинкой. Так, дубиночка. Их так много. Хорошо, этих завалили, сэкономили, значит, патрончики. Карта есть. Капец, еще одна дверь с цепями. Растяжка. А, я сейчас вернусь за патронами. Потому что это здесь рядом. Патрон для пистолета. А, так я взять-то их не могу. Конечно, вернусь. Сейчас посмотрим, они дадут нам комнату сохранения где-нибудь рядом или нет. Реанимационная. В общем, из-за всей этой темноты 2 раза сложнее ориентироваться. Когда у тебя игра светлая, в светлых тонах как бы сделана, и тебе нормальное, у тебя нормальное освещение, тогда ориентироваться в пространстве становится действительно легче. Открыть засов. Это срезик. Срезик на куда? На Красную область 3-го этажа. Реанимационная. Очень большую область нам открыли. Прямо жирную. Так, растяжку. Главное не попасть. Чердак. Смотри, чердак, туалет. В туалете мы не были. Патрон дробовика. Хорошо, хотя бы так. А как он взял патрон дробовика, а патрон пистолета он брать не хочет? А, потому что они в инвентаре уже. Чердак. А, чердак это мужик. Чердак это мужик. Examination room какой-то. Во, смотри, в Examination room точно какие-то ультрафиолетовые символы. Черт! Посмотрим, а чё за ящик? Сегодня я снова был там, в той комнате. Наносил новые подсказки. Линии, которые не увидит никто, кроме него. Ключ скрыт от чужих рук. Он предназначен лишь для того, кто сможет правильно ввести код. Я оставляю эти слова для него. Для того, кто жесток снаружи, но добр внутри. Я сожалею, что мы не встретимся в этом мире. Возможно, так даже лучше. Здесь он все еще беспощаден и эгоистичен. Но в другом мире он поймет. Я верю, что он поймет. Запомни, мой друг. Мой кабинет откроется лишь тогда, когда ты увидишь все 3 греха в скрытом свете. Первый – грех, который никогда не бывает одинок. 2 становится одним. Второй – грех ложного величия. Корона, пронзенная слишком много раз, чтобы это можно было назвать милосердием. И последний – грех, который видит все.
6 безмолвных свидетелей, смотрящих в ответ. Не перепутайте порядок. Сейчас это важно, как никогда. Эти грехи — это причина, по которой демоны приходят за мной. Они рвут мою душу, пока даже дыхание не становится воспоминанием. Это все. Прибыл новый пациент, Харрисон. Харрисон — это убийца. Странный человек, но любопытный. Я вижу в его глазах старую боль. Глубокую и незажившую. Я надеюсь, лечение окажется успешным. Пусть это будет моим последним случаем. Снова он. Открыть. И у нас есть цифры. От 1 до 9. То есть. Мы сейчас устанавливаем лампочку. И у нас есть порядок. Значит, 2 становится 1. Потом у нас корона, проткнутая сколько-то раз. И дальше я не помню. И чё? И это и все? Это и есть загадка? А где тут 2 становится 1? Мне вот интересно. На столе. Как на столе? Я думала, это зайчик нарисован. Я думала, это картинка зайчика. 2 становится 1, это 2, что ли? Типа 2 сердечка? Или что? Я реально, ну смотри, это ж похоже на зайца. Я думала, это зайчик. Какая-то карикатура на зайца. 5. То есть проткнули корону 5 штуками. А дальше я не помню. Карта, файлы. Ночные заметки. Ночные заметки, значит, говорят. Корона, пронзенная слишком много раз. Грех, который видит все. 6 безмолвных свидетелей, смотрящих в ответ. Грех, который видит все. Глаз, который видит все. Еще один глаз, еще один глаз. А как вот это понимать, я не знаю, кстати. 4 глаза, 5 глаз. 1, 2, 3, 4, 5 глаз. 5 глаз, 5 корон. 2, 5, 5. Ну, что-то как-то не знаю. Может ли подойти 2, 5, 5? 2, 5, 5. Фиг там. Не, давай последнюю еще покрути. 2, 5, 6. А почему 6? Я понимаю, что у нас времени нет разбираться, но почему 6? А у нас действительно времени нет. Ключ от кабинета главврача. Так, это 2-й этаж написано. На 2-м этаже в правом крыле больницы. А что ты встал-то? Он у меня что-то встал на месте и стоит. Может, Здесь бейсбол выпить? тупик, никаких предметов нет, а бейсбол, если выпить, симулировать, например. Что тогда будет? А бейсбол. Бегать лучше будет. Какая же большая область. Туалет. То есть мне нужно срочно вообще стекать в какую-то комнату сохранения. Патроны и аптечка, которую я не могу взять. Это, кстати, очень Возможно. плохо. Ну, бейсбол выпей. Думаешь, это логично? Ну да. Аптечка лечится. Хорошо. Ключ главврача. 2-й этаж. И патроны для пистолета. Хожу с пустым пистолетом. Я тупо пытаюсь идти обратным путем. Так, кабинет стоматолога, накормить пасть. Ну, я думаю, чуть позже мы узнаем, что здесь нужно сделать. А у него передвижение увеличилось. Это прям заметно. Так работает бейсбол. Зачем обратно идёт? А куда надо идти? Палата Иду. 118. Вообще мы идем на 2-й этаж открывать дверь ключом, а там уже будем думать. Ну, у нас еще много запертых на красную карту. Ну по факту. Ну, подожди, мы еще не дошли до обхода всей больницы. Хотя надо бы дойти, конечно. Кладовка, это тупик. Ищем, короче, коридор и проход на 2-й этаж. Лестницу вниз. Нужна лестница вниз.
Выходим в Красную область. Так, ну где-то же тут. Там был проход через Медсестринскую, да, комнату. Как-то лень тратить на нее патроны. X-Ray Room. Нам, наверное, вот сюда. Вот сюда. Может, ее дубинкой добить? Мне кажется, дубинкой долбануть, потому что постоянно тратить патроны тоже не вариант. Половина здоровья. Неплохо. Все, мы на втором этаже. На втором этаже этаж 2, карта. Кабинет директора, запертый ящик. Ключ от кабинета главврача. А, главврача, а не директора. А что такое за главврача? Дверь 3-го уровня, кабинет главврача. Прям вообще рядом. Терапия, гинеколог, это фиолетовый. Главврач, открыть дверь ключом. Все, открыли. Открыли комнату. Монета охоты. А возможно, нам уже хватает монет для разгадки той загадки. Мне кажется, у нас все 5. Там же 5 штук надо было. Да. И давай, раз мы здесь, красной картой открываем кладовку. Патрон дробовика, деталь пистолета. Сразу на верстак надо ее поставить. Запись в журнале. Почерк размазан кровью или грязью. Он навестил меня сегодня. Человек, которого я никогда раньше не видел. Спокойный голос, странные глаза. Сказал, что пришел из другого мира, что перешел грань, чтобы найти меня. Он говорил так, будто он уже знал обо мне все. Поэтому он сказал, что пришел остановить меня. Убить меня. Сначала я подумал, что это розыгрыш. Взрослые все равно ничего не понимают. Они смотрят сквозь себя. А дети видят. Может, и он видит? После его ухода я попробовал новый грим, чтобы успокоить руки. Белая основа, красный нос, синие ромбы. Это помогает мне думать. Теперь мне нужно быть осторожным. Мальчик из палаты 116 снова сегодня наблюдал за мной. Он смотрел так, будто знал, что здесь был кто-то еще. Может, он это почувствовал? Клоун должен приносить радость, клоун должен улыбаться, клоун должен... Дальше текст распадается на царапающие линии и обрывки слов. Какой-то флешбэк про клоуна. Так, клозет. Клозет, деталь пистолета. А вот это, кстати, вопрос. Деталь пистолета, мастерская. Это мне надо пройти прямо в дверь. Прямо в дверь. И куда-то вот сюда. Мастерская. Короче, куда-то сюда. Где-то здесь мастерская находится. Мастерская, все. Ставим следующую деталь пистолета. Какой-то он, знаешь, какой-то винтажный с рисунками. Либо какой-то ритуальный пистолет. На маузер, похоже. Это же что-то старое, правильно? Ну да. С каких-то древних годов. По-любому это связано, знаешь, с чем, Сань? С запиской про революцию. Может быть. Чупа-чупсы. Я бегу, не знаю куда. Монета, зеленая карта, синяя карта, красная карта. Мне кажется, или сейчас конкретно уже пришло то время, когда нам нужно спуститься в подвал и, начиная с подвала, забрать все предметы, которые могут быть. Давай в ад, кстати, зайдем.
Надо в ад зайти. Ад? Kind of sick joke. Это что, чья-то больная шутка? Ой, в аду что-то тут происходит! Он что, взрывает, что ли, что-то с бензином? Он с канистра, что ли, идет? Ой, А если ему в канистру стрельнуть? опа. Да он не выходит. Не работает. Он себя поливает. Смотри, что он делает. Come on, Он let's go. Это что за фигня? Я-то думала, блин. Я думала, он себя поливает и себя поджигать будет. А он давай мне фаер-шоу какое-то делать. Я думала, очередной дурной чел. Так, здесь очень темно, говорю, очень светло. Метки короля. Церковь не убежище. Желтые наклейки на кресте не мусор. Это метки. Их цвет режет глаза, как цвет каркозы. Я видел этот оттенок в проклятой книге «Король в желтом». 2-й акт. Зачем я ее открыл? Когда я вошел, орган заиграл. Ноты были не музыкой, а приговором. Тени зашевелились, и я почувствовал взгляд наклеек. Одна несла знак. Желтый знак. Он впился в мой разум, и теперь я вижу его в трещинах стен, в витражах. Органист посмотрел на меня. Его глаза — пустота, как озеро Хали. Он не человек, он судья дракона. Остров Шало развивается за стенами. Желтый свет сочится из окон. Я вернулся к кресту, но бежать некуда. Пьеса живет внутри меня. Не прикасайтесь к наклейкам. Это глаза короля. Не читайте книгу. Его тень уже здесь, и на ней желтая корона. Твою мать. Я знал, что не стоило открывать эту книгу. Этот знак. Он меня тоже не отпускает. А кто понял, что про знак, про книгу? Я что-то ничего не поняла. Связаться. Rose, you got me. I'm in Роуз, прием, я в церкви. right in the heart of this damn hospital. Прямо в самом сердце этой проклятой больницы. And those Здесь крест. stickers И everywhere. эти желтые стикеры повсюду. Not trash. Это не мусор. They're markings. Это метки. This place feels like Это место похоже на могилу. grave. Только внутри нее еще что-то шевелится. Inside is still moving. Do you believe that there's anything after death? Ты веришь, что после смерти что-то есть? Punishment, but Не наказание, но... I'm here, Sheriff. Я здесь, шериф. The church is supposed to bring peace. Церковь ведь должна приносить покой, верно? I believe that even after everything, Я верю, что даже после всего люди все еще могут быть честными. good behind Они могут оставить после себя что-то хорошее. В поступках, в памяти. Tom's Даже здесь, в Томсвилле. И даже ты, Джеймс. I used to believe in that too. Я тоже когда-то в это верил. Пока я не понял, что жизнь в нас не верит. Вот мой отец. Он был жесток еще до Вьетнама. Кричал. Бил. Черт, бил он сильно. Но потом он вернулся ни с чем. Death itself. Будто сама смерть пришла домой вместе с ним. I thought faith Я думал, что вера убережет меня от того, чтобы стать таким, как он. Но все это сгорело. Вместе с тем самым домом. all that's left is this badge. Все, что у меня осталось, это жетон Duty. и долг. I failed that too. Хотя, возможно, и в этом я потерпел неудачу. James. Ты не он, Джеймс. Fighting. Ты все еще борешься, даже когда вокруг одни пепелища. You didn't abandon Tom's Ты не бросил Томсвилл. Ты не бросил меня. That is faith. Вот что такое вера. Не в Бога, а в идею, что мы можем стать лучше. Even in the dark. Даже во тьме. Sometimes I don't even know where Лучше? Иногда я даже не знаю, где ты, Роуз.
Это больница. It's like a loop. Это словно петля. Я все время возвращаюсь в одно и то же место. Want to believe Я хочу верить, что за этим крестом есть выход. death isn't the end. Это смерть, не конец. А что, если я уже мертв, Роуз? What if all of this? А что, если все это и есть мой приговор? No, James. Нет, Джеймс, ты не мертв. And you're not guilty. И ты не виноват. For the truth. Ты ищешь истину, и значит, ты все еще жив. Even if this church is the boundary, Даже если эта церковь граница, мы перейдем ее вместе. stay away from those Просто держись подальше от этих мыслей. twisted. Они неправильные, искаженные. Dead or alive? Хорошо, Роуз. Мертвый или живой, я не остановлюсь. For you. Ради тебя. Died because И ради of me. тех, кто погиб из-за меня. Stay at the station. Оставайся на станции. I'll figure out what the hell is И я happening разберусь, here. что, черт возьми, здесь происходит. And no one will stop me. И никто меня не остановит. Sheriff, Я здесь, шериф. for you. Ищу тебя. Don't lose yourself, James. Не потеряй себя, Джеймс. Блин, Сань, после того, как ты сказал, что он похож на Бэтмена по голосу, я тоже начала это слышать. Теперь мне кажется, что он реально Бэтмен. Монета пламени. А, ну это точно последняя, кстати, 100%. Грубая сила, какая-то способность. Может, дубинкой сильнее будешь бить? Дубинкой. А, на грубой силе? Угу. Такого поставить надо. Ну, это факт. О, тут кормушка. Смотри, тут домики с А, это не кормушки. Я думала, это домик-кормушка. А это подставка для книги. Ну ладно, никто не слышал, никто не видел. Закрытая область. Хорошо, что я дубину взяла, потому что шкафчики предоставляют нам какой-то выход. Женская раздевалка и мужская раздевалка. Ну, по традиции мы идем вот сюда. Способность вторая жизнь использована. Сейчас что-то максимально неожиданно. Чего сказал, нужно собрать? Нужно освободить место. Бумер. Почему бумер? Вот и проверили. Нет, такого я не ожидала. Они, видимо, рассчитывали, что у меня эта способность есть. Иначе было бы совсем печально. 2 монеты портят мне всю картину. Патроны, блин. Так, даже не знаю, что делать. Идем дальше по локации под названием Ад. Посмотрим, что в аду. Perfect. Хорошо. Так, бьем лицо, бьем лицо. Сзади еще один хочет получить. Фига, он ему башку дубиной снес. Прачечная открыть дверь. Ага, прачечная требует ключа, видимо. Рай. А, из ада сразу в рай. Вообще отлично. Архив. Архив похож на медсестринский пост, который мы уже видели. И опять патроны. Опять патроны, здесь ничего нет. Нет, что-то еще есть. Чупа-чупс. Синий чупа-чупс. В общем, в область ад нужно возвращаться за предметами. Здоровья немного. Вот это здоровье, кстати, оно реально усложняет ситуацию. Все тупнежи, с которыми ты тупишь, отнимают у тебя время жизни, буквально. А это что такое? Открыть засов. Какой-то срез открываем. Срез на лестницу. А, вот как раз на медсестринский пост. Вот это еще мы не открывали. Патроны пистолета. Нам очень сильно нужно бегать и собрать лут. В общем, есть предложение сейчас вернуться в сейф-комнату.
применить там способность новую. Если она нам понравится, конечно. Ну и все, и по сути логично начинать лутание с подвала до 3-го этажа. Комната отдыха, это не то. Какая дверь А, была? ой, а как пройти-то? Вот сейчас дверь какая была. Сейчас дверь? А, раздевалка, реально, смотри. Так, Точно. ладно. Я не знаю, сейчас посмотрим, что тут дают. Тут, наверное, много шкафов можно открыть. Патроны, патроны. Патроны пистолета, ну вообще крутяк. Патроны пистолета. О! А, ну у нас похоже, что есть записка. Разно. У нас была какая-то записка. Короче, у нас было собрано за прошлую серию 2 записки, в которых были указаны коды. И у меня, в общем, я вернулась в комнату сохранения на 1-м этаже, потом у меня был перерыв, и, в общем, такая мысль связана с тем, что у нас осталась четвертинка здоровья. Я считаю, что это неподходящая ситуация для того, чтобы идти и обшаривать все комнаты, которые у нас до сих пор закрыты. То есть применять, например, вот эту вот карту красную с доступом 3-го уровня. Я считаю все-таки, что это на потом надо оставить. А сейчас нужно конкретно идти и решать загадочку вот с этими самыми монетами. Потом мы не собрали синий чупа-чупс, мы не собрали патроны, зеленая карта доступа. Короче, я сейчас все выкладываю. Патроны тоже выкладываю. Красную карту доступа выкладываю и просто иду, решаю загадку с 5 монетами. Там же 5 монет? А, подожди. Во-первых, я предлагаю все-таки сохраниться. Да, кстати говоря. Просто вот сохраниться, если что, загружаться отсюда. И взять все-таки патроны. А вдруг кто-то чуть хел с этого освободится. А, чучел, который в комнате? Да. Вот это будет борода. Кстати, ну нам же дали новую сейф-комнату. А я куда иду-то? Нам дали новую сейф-комнату вроде бы как на 3-м этаже. А так как я не знаю, где она находится, то я просто туда не иду. Куда надо идти? Вот сюда? Вот в эту область? Не, я не помню. А я тоже не помню. У меня, Да, понимаешь, у меня право и лево все одинаково. Правое крыло, вот эти, да, кишки. Кишки надо как-то запоминать. Потому что как бы каждый раз открывать карту какой-то бред. Нам нужна область с лестницей. Мы не туда пришли. Как видишь, здесь лестницы нет. Блин, да не хочу я карту смотреть. Служебная? А. Не, это точно правое крыло. С чего ты взял? Я помню. Правое ты имеешь в виду, вот как ты понимаешь, где правое? А, кстати. Вот правое. Да, Ты точно. правое не с той стороны, короче, посмотрел, Сань. Правое так, смотри, мы идем наверх. И находим, значит, кстати, первый раз надо посмотреть карту 3-го этажа. Заходим, где у нас чучхел находится. Комната для вечеринок, запертая дверь. А, так а там в комнате для вечеринок еще и запертое что-то есть. Ага, на чердаке. Ой, а и как я пройду? Ну, короче, я не знаю, как я пройду, я просто как-нибудь пойду и пройду. Где же это? Но я не хочу ее убивать, потому что это бессмысленно, она все время восстает. Ну, патроны тратить, ну, смысла вообще нету. Вот просто ее как-то загасить, ну, тогда ладно. Я, пожалуй, пойду с дубинкой. Какой смысл? Мастерская. Проход вот здесь. Ну, проход они, конечно, хитро сделали. Нам нужен чердак. Чердакович. Проход в еще какую-то область. Посмотрим. А как так? X-Ray.
Ой-ё, опять тут возрождение начинается. X-Ray. Не, нет, обратно идешь. А чё, а как я оказалась в этой области Ready опять? when you are. Она где умерла, получается, там она и возрождается. А X-Ray сквозная с 2 дверями. X-Ray. Подожди, нет, одна дверь только тут. Карта. Мне нужен чердак. Чердак. Так, я иду прямо налево. А, и закрыто, там- конечно. В коридоре какую-то записку не нашли. Как так? Патроны Магнум. А, патрон. А мы не можем взять все равно. Да сейчас-то понятно. А как это получается, что я все время иду обратно по кругу? Я, получается, по кругу все обхожу. А как так получается? Дверь закрыта и здесь закрыта. А, ну конечно, я все обхожу по кругу, потому что я здесь не пройду. Не, подожди, через реанимационную можно. А как зайти в реанимационную, я не Вот понимаю. сейчас в мастерскую. Ну и чё? А, нет. Ну, назад, короче. Ну и чё? Examination room, X-ray room. Вот прямо идти в красную комнату. Красную комнату. Здесь направо вроде. Операционная. Вот сейф-комната, надо запомнить. Итак, сейф-комната на 3-м этаже. Это операционная. Чердак. Надо как-то, короче, обойти. Не, надо сейчас вперед и налево. Реанимационная. А что с фонарем? Ты уперлась куда-то. Уперлась в стену. Так. Очень сложно, как по мне, очень сложно ориентироваться в темноте, это во-первых. Во-вторых, 3-й этаж как-то вообще прямо сложновато сделан. Чердак. Налево. Чердак это этик. Этик или атик. Итак, у нас есть чувачок. У нас есть 5 монет. 5 монет. Теперь главный вопрос. Как нам их ставить? Охота, дрожжи, последнего вздоха, самости, пламени. У нас вообще же нет никаких подсказок. Записки. А ты видел записки, которые... А, пройти туда нельзя к нему. Ты видел хоть одну записку, которая как бы хотя бы как-то намекает на вот эту загадку? Я же их не помню. Мы вообще все собрали? Записки про монеты. А, ты имеешь в виду... Ты имеешь в виду на 3-м этаже записку? Не, которую уже собрали. Собрали глава 4. В Томсвилле найдена изуродованная женщина. А, глава 9. Тут, получается, 9 глав. Нифига себе. Тени в палате. Вчера был праздник, принесли шарики. Записи в журнале «Пришел, чтобы убить меня». Розыгрыш. Клоун. Красный нос, синие ромбы. Ночные заметки. Смотрю и оставляю подсказки. Ключ спрятан в этих знаках. Монете священно-драгоценной, нематериальной, но умственной. Ночью... Как бы ночные заметки 1 как будто бы намекают на ночные заметки 2. То есть я наносил новые подсказки линии, которые не увидит никто, кроме него. Все 3 греха в скрытом свете. Это мы решали. Метки короля, церковь, не убежище. Я, кстати, не поняла эту записку. Желтый знак, она несла знак. Органист посмотрел на меня. Здесь вообще нет ничего похожего на вот это вот все. Глава 3. Инцидент о пожаре. Ненавижу эту больницу. Ага.
Очистилище, квитанция, жизнь шерифа Купера, тайна больницы. Тут про вот эти вот, про легендарного революционера Роберта Маккензи. 4 осталось. Ритуальное убийство посетило Томсвилл. Код безопасности и охраны мы применяли. Заметка стажера Маккензи. Давай так вставлять. Мне, короче, кажется, в этой игре, когда ты делаешь что-то, какой-то особый звук. Звук? Да. Вот так. Зачем мы сейчас время тратили? Ой, это мое лицо, походу. Ключ от обеденного зала. Пламя спасения. Колониальный репетер. I hope that's the last time I ever see that. Надеюсь, это был последний раз, когда я видел эту тварь. Пламя спасения. Черная треугольная пластина, растрескавшаяся, как иссохшая земля. На лицевой стороне выжженный отпечаток детской ладони. Края оплавлены, металл все еще теплый. Старое магазинное ружье колониальной эпохи. Эффективное, но пропитано мрачной историей, о которой немногие осмеливаются вспоминать. Назначить оружие экипировано. А какие патроны оно ест, интересно? Ключ от обеденного зала, открывающий дверь в обеденном зале и дающий доступ к крайне недоступной части больницы. А пленки так и нет. Нет, стоп, да, у меня такой вопрос. У нас 1/4 здоровья. Мы решили крупную загадку. Нам дали 3 каких-то классных предмета. Но при этом нам нужно использовать ключи, чтобы открыть дверь в столовую. Получается, они предлагают перейти в следующую главу из столовой? Может быть, может быть. А столовая — это первый этаж, что ли? Душевые бассейны, ординаторская кафетерий. 3-й этаж, смотровая, сестринский пост, склад медикаментов. А где столовая? Там точно столовая было написано? Вроде да. Кафетерий? Может, это кафетерий? Может. Хотя кафетерий по-английски это кафетерия. Крыша бассейна. То есть на какой этаж-то идти? Вот обеденная. Где? Сверху. Обеденная, выход из столовой. Кухня. То есть нам на 1-й. И какие предметы мы здесь не собрали? Чердак, туалет, дверь с цепью. Ящик на цепях. Стоматолог, гигантская пасть. К этому мы еще вернемся. Запертый ящик, уровень 3 в кладовке. Так, здесь... Здесь растяжка была, да. Реанимационная. Патроны для пистолета. Вернемся. Так, в растяжку не идем. Ну, ты правильно и нашла, если хотела выйти. Не-не-не, я хотела посмотреть, может тут что-то еще есть. Ну, сложное строение 3-го этажа, я считаю. По факту. Прям по факту реально непонятно. Тем более, когда у тебя фонарь светит там, вот освещает какую-то область, и ты по бокам ничего не видишь. Рентгеновский кабинет. Как жить? Так, а что я сказала? Мы открываем обеденное. На 1-м, да? Угу. Капец, я на 3-м, но ничего не пойму. Как зайти, как выйти? X-Ray Room. И не туда, по-моему. А? Не туда пошла. Почему? Ну, по кругу ходит. Почему по кругу? Я ж выйти пытаюсь. Почему по кругу?
А что не так? В X-Ray Room же надо идти. Ну, его уже прошли. Диспетчерская. Ну, поздравь меня, я на лестнице. Лестница Мама. вниз. Вниз, если я пойду, то что будет? Я окажусь где? Я окажусь на месте сохранения. Кстати говоря, идем сейчас вот сюда. Вставить ромбовидную деталь. Пламя спасения. Да ладно, найдите оставшиеся части статуи. То есть этот ромб еще и разбит на части. И их, наверное, ну, судя по всему, если мы вставили где-то примерно 1/3 от этого ромбика, может быть, здесь 3 какие-то части. То есть, короче, это основное задание. Еще раз карту. Обеденная, если мы идем прямо и, значит, вот туда. Прямо и вот туда. Кухня. Кухня. Обеденная. И та самая дверь, которую я запомнила еще с первой серии. Ключ от обеденного зала. Открыли дверь в столовую. Ой-ё. Это какая-то страшная область. Столовая, аптека, запертая дверь, садовая дверь. Посмотрим, что за статую. Damn, no wonder they placed that. Черт, неудивительно, что они спрятали это подальше от глаз. Проход вниз. Вниз я пока не готова идти. Аптека. Вот в аптеке есть что-нибудь для здоровья полечить? Бинтик. Что-то бинтик, обезболивающий, пакет с кровью, обезболивающее. Отлично. Отлично. Я хотела бы вот так вот сделать, потому что совсем какая-то беда. А что делает бинт? Останавливает падение здоровья на 2 минуты и имеет кумулятивный эффект. Ну, кумулятивный эффект — это эффект, который накапливается. Открыть ящик. И опять надо забирать, кстати, свои ключ-карты. Ну, возможно, где-нибудь здесь будет сейф-рум. Закрыто с другой стороны служебное помещение. Интересненько. Еще какие-то 2 дверки. Административный кабинет и сад. В сад нужен ключ. Административный кабинет. Фиолетовый, значит, замок у нас тут. Фиолетовый замок. Какие-то красивые комнаты. Чей-то кабинет. Предмет для сохранения. А, вот и хранилище. Вот и кассета. Кассета. Уважаемые коллеги, это записка администратора. 23 января 80-го года в нашу больницу действительно была доставлена молодая женщина с тяжелыми травмами, предположительно полученными в результате ловушки, установленной так называемым серийным маньяком. Я лично курировал ее поступление и могу подтвердить, что характер травм указывает на последствия взрыва, вызванного ловушкой, а не на прямое нападение, как многие предполагали. Однако я убежден, что истинная причина этого инцидента заключается не в действиях маньяка, а в чьей-то непростительной ошибке и халатности. Это случай, когда безответственность на высокой должности позволила молодой женщине попасть в эту ловушку, и давно пора пересмотреть, кому доверяются критически важные решения. На данный момент я рекомендую оставить вопрос этого маньяка и передать расследование другим. У нас и так достаточно работы по спасению жизни, чтобы отвлекаться на детали, входящие в чью-то чужую ответственность. С уважением, администратор больницы Адам Джонсон. Я немного не понимаю, к чему это, потому что молодая женщина с тяжелыми травмами, которая последствия взрыва вызванного ловушкой. Ну, я знаю то, что я в этой серии, значит, попадала в ловушку буквально после захода в комнату. Я совсем этого не помню.
Это ведь было всего месяц назад. То есть мы с тобой попадали вот... мы, играя за главного героя, попадали в ловушку, которая взорвалась, когда мы открыли дверь. То есть, получается, все, что мы видим в этой больнице, это как бы проекция того, что помнит Купер там о своей жизни, о работе. Так, наверное, патроны винтовки и видеокассета. Короче, да. Появилась у нас возможность сохраниться. Хранилище, бейсбол перекинуть. Патроны для винтовки. А, кстати, надо сначала патрон-то зарядить. Так, патроны. Магнум у нас отдыхает. И 5 патронов для пистолета. Так, патроны для дробовика у меня еще остаются. Совсем забыли про синий леденец. Я, знаешь, у меня просто мозг сейчас разрывается. Вот мне идти обследовать новую область? Или мне просто идти и закрывать вот эти вот дыры, которые, знаешь, у меня предметы там не собранные валяются, чупа-чупсы валяются, двери не открытые валяются. Вот что мне делать? Ложи, наверное, кассету в склад и иди собирай, пока есть здоровье. Чтоб потом в следующей главе не тратить его. А почему так? Переместить дробовика патроны. Думаешь, зеленая карта нам не нужна? Мне кажется, нет. Нет, давай возьмем. Леденец возьми. Леденец мы возьмем синий и поставим. А в курсе, что я не помню, где синий? Ну, 2 слота, блин. Ну, вдруг зеленая карта доступа у нас еще есть в подвале. Ну, то есть дверь закрытая на зеленую карту, вдруг еще есть в подвале. Мне кажется, ты в прошлой серии все оббежала. Давай, нет, давай знаешь как. Нет, я тебе 100%, Сань, говорю, то, что в подвале есть двери, которые закрыты. Просто вопрос, мы не знаем, на что они закрыты. Я сохраняю игру на пленку. И перемещаю пленку. Все, мы выходим из этой области, и сейчас не будем ее исследовать. Потому что потом мы фиг вспомним, что за предметы и где мы находили. Я, конечно, понимаю, что они отмечены на карте. Патроны для пистолета. Вот те раз. Вот те раз. У нас много патронов для пистолета валяется. Ну, вот именно что валяется. Итак, фойе, и надо теперь пройти вниз. Как нам пройти вниз? Например, мы можем пройти вниз со 2-го этажа. Согласен с этим? Логика. Ну, как бы это логично же, да? Я не знаю, как с той области, в которой мы были, пройти вниз. Либо я этого не помню. А как пройти со 2-го этажа вниз, я хотя бы помню. Мы прошли вниз. А, неправильно. Блин, Сань, план не сработал. Бывает. План фиговый какой-то. Ладно, надо учиться пройти из этой области. Это самое начало, значит, игры. Стоп, а это что? Да-да-да, паркинг, нам на паркинг надо. Нам нужно на паркинг и на вот этот вот уровень. Это что такое? Что это такое? Я аж вздрогнул. Ты в курсе, что мне его не убить? Какой-то он сильно мощный. Стоп, это реально как чувак из Резидента? Давай винтовкой попробуем. Новый? Ну, надо только посмотреть, да.
О, у него реально броня слетела. Его можно убить, его можно убить. У него слетела броня с башки. There's so many of them. Заберите деталь пистолета у побежденного врага. Что это за жесть? Не, ну, короче, Саня дело говорит. Пока у нас есть время, мы должны разбираться с проблемами пистолета, с проблемами чупа-чупса, потерянных патронов и так далее. Я пойду на парковку. Да, я схожу на парковку, но просто не в эту секунду, потому что мне дали деталь пистолета. Я хочу ее положить, но я не помню куда. Мастерская это прямо тут. Направо прямо... Так. Мастерская где-то тут. Кладовка. Лобби фойе. Значит, мастерская где-то вот тут. Комната наблюдения. Вот так вот сюда. Тулс. Да, все. Разрушитель пакта. Blow up in my hands. Надеюсь, эта штука не взорвется у меня в руках. Мы собрали какой-то разрушитель пакта. Когда-то инструмент силовиков на передовой теперь найден в подвалах. Его затвор все еще работает плавно. Его история словно список нарушенных обещаний и назначенных наказаний. Это вот старое оружие, оно считается лучше Магнума, например. Какие патроны лучше. оно использует, а? Скорее лучше обычного пистолета. Ты думаешь, в смысле, обычный пистолет заменить на него? Ну да. Хотя нам на Магнум ничего не дают. Пистолет шерифа. Стоп, а что такое произошло-то? Как убрать-то из инвентаря пистолет шерифа, если я назначу вот так вот? Так, то есть я пистолет Орел шерифа буду убирать и оставлять Магнум. М. Правильно? Ну да. Тут видишь, ТТХ не дают. Открыть, красная карта, увидела. Патроны 26? Как будто что-то будет. Так бывает? В аду мы что-то не собрали, точно. Ну хорошо, пока мы здесь ходим, просто соберем. Соберем чего-нибудь. Синий леденец. Да, вот как раз синий леденец, о котором я уже говорила. Архив. Это в архиве. Патроны пистолета, синий леденец, конечно, фигушки. Конечно, фигушки. Орел шерифа, потому что нужно выложить. Что за фигня-то? Я шла за леденцом просто целенаправленно практически. Подожди, а здесь есть комната сохранения? В аду нет комнаты сохранения. Патроны пестика. Леденец, прикольно, что он прям нарисован. Прям маленький леденечек. Мне тоже это нравится. А где комната сохранения? Блин, я не шарю что-то. То есть у нас сохранения на втором вообще нет? Видимо, нету. Библиотека, кстати. Здесь я хотя бы знаю, как пройти. Не, меня начинает парить то, что я постоянно иду в комнату сохранения, которая находится на первом этаже. Потому что это единственное место, которое я запомнила. Хранилище. Орел шерифа перемещаем.
Зеленая карта. Ну, боюсь, что она понадобится, блин. Патроны для пистолета переместить. И предлагаю сейчас вернуться туда, откуда мы начали, на паркинг. До того, как на нас вылез какой-то огромный мужик в броне. Паркинг. Ну что вот я боюсь, то, что на паркинге какая-нибудь дверь с зеленым доступом. Да-да-да, да-да-да. Или не знаю. Ага, кабинет охраны. Дверь первого уровня. Дверь первого уровня, Саня, я же говорила. Вот, пожалуйста, с самого начала игры дверь. Каждый раз, когда у Джереми возникала мысль, на стене появлялась новая липкая бумажка. Это было его наказание. Он пытался встать, подойти поближе, вспомнить, о чем была мысль. Воспоминание, момент, что-то. Но записка, как и его разум, была пустой. Он был проклят. Проклят за свои мысли. Все, что он мог, сидеть и думать о том, что он совершил. Но каждый раз, когда он пытался вспомнить, еще одна пустая желтая бумажка появлялась на стене. Файл подобран. Патроны дробовика. Зарядка не все равно остается. Комната с желтыми бумажками. Закрыта с другой стороны. И не написано, что это. Ящик на цепях. Интересное дело. Запертая дверь, электрощитовая, разрушаемая дверь. А, вот что я хотела в электрощитовую. Просто посмотреть, что там да как. А, что-то заперто. Парковка у нас чистая. Пробежимся по подвалу, посмотрим. Правое крыло. Бойлерное — это сохранение. Сохранение нам ничего не надо. Хотя... Давай все-таки зеленую карту переместим. Переместим, потому что подвал — это последнее место, в котором мы не юзали зеленую карту. Просто потому, что мы сюда не возвращались еще. А на других этажах из зеленой карты точно все открыто. Эксит. Так, это наверх. Это комната, значит, вот это... Так, а как нам пройти так электрощитовой? Электрощитовой, диспетчерская лифта. Сюда. А, все понятно, понятно. Давай используем дубинку. Не вижу смысла тратить патроны. Сломанный рычаг. Ключ от ящика с припасами. А что такое сломанный рычаг? Электрощитовая кладовка, запертая дверь, ящик на цепях. Ну, в подвал придется вернуться, потому что, да, и ящик на цепях, и дверь с цепью, препятствия для преодоления. А, это запрыгнуть на стену. Вон у тебя еще склад белья красная. Склад белья, дверь 3-го уровня. А что такое мы взяли? Сломанный рычаг. Похоже, без этой детали переключатель не будет работать. Переключатель чего? Разве не сюда его куда-то надо вставлять? Видимо, нет. Нам же говорили то, что электричество там для питания всей больницы включается в подвале. У нас была такая записка. Запертая дверь. Так. Идем куда-то в самое начало игры. Вот сюда. И применяем красный ключ. Красную ключ-карту. Это что такое? Эй, Куб, оставляю тебе эту записку, потому что, судя по всему, ты снова роешься в моих вещах.
В этой комнате, дружище, лежит моя любимая палка. Да, та самая, что я протащил через все круги ада, средневековье и кучу дерьма куда похуже. Не трогай ее, если не хочешь, чтобы твоя жизнь превратилась в чертов фильм ужасов. Серьезно, Куб, держи руки при себе. Это не для игр. Ах да, раз уж ты все время спрашиваешь про двустволку, да, можешь ее взять. Но только если сначала накормишь ту гигантскую пасть в стоматологическом кабинете каким-нибудь мясом. Нет жратвы, нет пушки. С любовью, твой лучший друг. Trash that I just read. Что за срань я только что прочитал? Выходит, мы возьмем двустволку. То есть вот этот вот труп разожмет как бы свои руки и даст нам двустволку тогда, когда мы накормим пасть в стоматологическом кабинете. Хотя бы мы поняли связь стоматологического кабинета и подвала. Я вот так считаю. Запертая дверь, таймер. Это нам не интересно, это просто обычная дверь с туалетом. А если... А если... Закрыто с другой стороны. А как же мне ее открыть-то с другой стороны? Запертый ящик на цепях. Электрооборудование. Возможно, рычаг, который мы взяли, нужен нам будет для комнаты под названием электрооборудование. А она, это как раз та комната, которая закрыта на двери с цепью. То есть, возможно, рычаг, который мы подобрали, будет нам нужен какое-то время спустя. Выход наверх. Все, идем наверх. Инвентарь. Рычаг, поэтому я бы выложила. Ну да. И вот этот ключ тоже. А почему? То пока вроде не было этих оранжевых коробочек. Ну, кстати, я тоже их не видела. Может, они на новой области будут? Ну, когда это новая область будет. Ну, я не знаю. Ну да, короче, инвентарь заполнен. Комната отдыха, раздевалка. Как-то нам надо перейти. Да, сейчас переходим, идем до сохранения. До сохранения это лаборатория. Выкладываем ключ для ящика с припасами. Это ключ, который без ключ-карты. И перемещаем рычаг. В общем, ну, я считаю, то, что рычаг это от комнаты электрооборудования, которая в подвале. Которая закрыта на цепи. Патронная зеленая карта доступа 100% больше не понадобится. Насчет синей карты я не уверена. Патрон дробовика тоже переместить. Так, и в принципе Разулю можно еще раз сохраниться. Разулю сохраниться. Просто чтобы было, потому что пленка есть. Какой-то прогресс мы все равно совершаем, куда-то вперед передвигаемся. А нам нужен многострадальный чупа-чупс синий, который находится в аду. Как пройти в ад, я не помню. Правое крыло, так, мясо, сопли. Ад, наверное, не здесь. Ад, наверное, на другой стороне. Главврач, кстати, мы ничего не забыли? Главврач, я где? А, тут все окей. Комната наблюдения. Вверх-вниз. Так, ну вверх-вниз нам не надо. Ну, получается, все собираем. Вот эти потрошки, леденец. Вкладываем леденцы, и все, можно продвигаться дальше. Так, мы идем в ад. В ад. Здесь у нас женская раздевалка. А, закрыта. Мужская раздевалка. А мы в ней не были, что ли? А, вот и мы были тут. А, на первом этаже, возле комнаты сохранения. У нас там оставались, короче, тоже потрошки в ящиках. Я смотрю, закрытая дверь и прачечная.
Так, закрытая дверь и прачечная. В архиве мы берем. Наконец-то, синий чупсик. В рай пройти мы не можем. Открыть дверь на прачечную тоже не можем. И у нас здесь ничего такого не написано. Рай и дверь в прачечную. Раздевалка, да, то есть выбор комнаты был. И теперь склад, автомат с леденцами. Мы должны выйти отсюда и каким-то образом прийти на склад. То есть автомат с леденцами находится на этом же уровне, на котором мы сейчас. Выйти и куда-то пойти. Например, сюда. Не сюда. Выйти Кажется и ли пойти. А? ты перестала терять здоровье как будто? Нет. У меня же была до низу как бы красная полоска. А, просто меньше. Медленнее тратится. Я не знаю, медленнее или нет. Склад с леденцами. А, так все равно не хватает. Нам еще один леденец нужен. То есть эта загадка, она долгая вообще получается. Наконец-то чупсики мы поставили. В инвентаре что? Патроны для пистолета. Синяя красная карта. Подожди, а какой у тебя пистолет сейчас? Вот этот вот, который мы собрали на верстаке. И А еще магнум. ниже. Магнум. Почему он выглядит как не магнум? Но это его проблемы, как он там выглядит. А какой план? Смотри, мы обошли подвал. Там вроде стало все понятно, что там осталась комната с цепями. Этаж 2. Мы собрали патроны, положили чупа-чупсы, у нас одного не хватает. И, в принципе, здесь остались двери 4 уровня. На этаже 3. Гигантская пасть, которую накормить мясом. Непонятно. Комната для вечеринок, запертая дверь, она вполне может быть под ключ запертая. Выбор двери мы делали. Дверь 4 уровня фиолетового. Опять дверь фиолетовая. Патроны магнума здесь лежат. И опять дверь с цепочкой. В принципе, можно смотреть кассету, я считаю. Первый этаж. Чё? Ну, в Ну, кладовку мы не пойдем на 3-м, да? Первый этаж, раздевалка, шкафчик. И у нас здесь куча патронов. Но я про это уже говорила. Бежим на первый за патронами? Ну, давай, раз уж решили. Не, я к чему веду? Я говорю, что сейчас есть смысл продвигаться дальше и смотреть кассету. Ну да. Каков план? Так, столовая, выбегаем на кухню. Отсюда выбегаем вот сюда. Правое крыло. Ай, дискета. Насчет дискеты, кстати, я не знаю, как решать. Правое крыло, комната отдыха. Сохранение. Так, патроны пистолета переместить. Орел шерифа. Я тебе говорю, это и есть этот магнум. А, орел шерифа это магнум, точно. Орел шерифа назначить вот сюда. Пистолет шерифа. Все, пистолеты тогда убираю. Я что-то их перепутала как-то получается. Что думаешь, синюю карту оставлять? Пока, да. Мне кажется, синяя уже не актуальна. Видеокассета переместить. Ну, я считаю то, что уже время, уже пора использовать видеокассету.
А я, собственно, вспомнила, что я опять патроны для пистолета не забрала из шкафчиков. Перед тем, как смотреть кассету, я думаю, надо все-таки это сделать. Раздевалка, шкафчик. Ну, просто прямо насквозь. Мне кажется, с каждым этажом строение всего вот этого вот становится сложнее. Здесь патронов просто дофига. Пистолета. Ага, у него только 10. Патрон для пистолета. Открыть. И вот здесь, кстати, я предлагаю, знаешь что? Я предлагаю вот что. Файлы, глава 1. Заметка стажера МакКинзи. Шериф навещал пациента для осмотра и, похоже, в спешке оставил кое-что важное. Я вообще пыталась применять вот эту заметку стажера МакКинзи в прошлой серии. 30 влево, 10 вправо, 20 влево. 30 влево, 10 вправо, 20 влево. Но, возможно, это не оттуда. 30 влево. Ой, ты куда? 30 влево. 20 вправо. 30 влево. Или сколько там? 10. 20 вправо еще тыкай. Еще раз. Не, звук же был. А звук был только один раз. Ну да. А был еще один звук. Ага. Может, я делаю сброс? 30 влево? Да-да-да-да-да. Короче. Инвентарь увеличен. Что? Это лучшее событие, которое происходило. В смысле? Новый пестик, давай, не подведи, новый пестик. Похоже, что 0 реакции на новый пестик у этого чувака. Собака жесткая, ну да. Мне кажется, он сводится быстрее. Как будто старый пистолет стреляет лучше, чем современный. Что он сейчас сводится? Ну, прицел сводится. Точность выше. Смотри. Наверное, мы ничего не будем убирать. Все, в этот раз мы точно сохраняемся. Посмотрим еще раз. Раздевалка. Да, здесь все. Короче, когда мы крутили вот этот вот сейф, я его открутила-то наугад, по сути, в первой серии. А сейчас конкретно помог вот эта вот комбинация сколько влево, сколько вправо из той записки, которую я типа пыталась использовать в первой серии. Ну, кто смотрел первую, тот понял. Сохранить игру. Да, и у меня последний слот. Глава 5. Вина Джеймса Купера. Какая вина? Небеса являются полной противоположностью ада, как по устройству, так и по мировоззрению ангелов. Ангел — это человек, попавший на небеса и прошедший обучение у мудрецов. Мудрецы, в свою очередь, это древние ангелы, которые после смерти перерождаются на земле в новых телах. Когда человек становится ангелом, он забывает большую часть своей прошлой жизни, людей, которых знал, занятия, которые любил. То же самое происходит и с мудрецами после их смерти. После этого ангел во время дождя на земле выбирает костюм. Человеческое тело, чья душа уже вознеслась на небеса. Демоны, в отличие от ангелов, тоже выбирают костюмы, но попадают на землю во время землетрясений. В отличие от дождей, землетрясения происходят реже, поэтому демоны прибывают группами. Поскольку они воспринимают время не так, как люди, демон, появившийся на земле сегодня, может оказаться на 100, а то и на 1000 лет в прошлом.
Ключи от сада. О, неужели сад? Откройте дверь, ведущую в сад. Тут прям с удовольствием. Всегда было интересно, как выглядит сад. И это первый этаж вроде. Это первый этаж. Все, кассету мы посмотрели, сохранились, демоны, ангелы, там все дела. Сад. Морозильная камера, садовая дверь. Морозильная камера, садовая дверь. Запертый ящик, уровень 3. Мне получается вообще-то вот сюда, да? Ну, обходить много, да. Мне же на кухню? Блин, ну это нелогично. Почему нелогично? Да я про ролик. Почему? Ну тогда вся временная линия постоянно будет ломаться. Ну, объясни. Ну, если демоны попадают и, допустим, на 100 и на 1000 лет назад, то их действие, как эффект бабочки, должен сказываться на всей истории. И что делать? Ну, это вопрос. А, я хотел сказать, что это была подпушка, ну ладно. Скажи еще раз. Да я думал, ты потрошки возьмешь. Ну, уже поехали. Так я открыла шкаф. Какие потрошки? Какие? Ну, со своего склада. А зачем? Ну, что были. Да все, поехали. Служебные... А, служебные закрыты. Сад. Вот он у нас. Вот он сад. Открыли дверь. Ой, какая красота. Мы на улице. Похоже, одного падения для этого придурка мало. Ой, так даже так? Нужно убрать эту доску с его спины. Ну так бы сразу-то и сказал. Чё ж ты молчал-то? Аптечку дали. Совсем обордел. А как доску-то убрать? Куда стрелять-то надо? Да я не могу уворачиваться, у меня скорости не хватает. У меня скорости не хватает увернуться. Попробуем. Просто как они предлагают убрать доску? А, она разрушается все-таки? Черт, он приближается. Нет, что-то не так. Что-то не так. Я что-то делаю не так. Может, ему в руки надо стрелять? Какие-то точки. Slow the damn thing! Give me a sec! Просто- Просто... реально на дерево надо натыкать. Не, просто было какой-то момент, когда у него доска становилась красной. Вот сейчас нужно выяснить. Способность вторая жизнь. Faster, let's go!
зацепить доску-то, я не понимаю. On. А аптечек больше нет? Вот видишь, он застрял. Так от того, что он застрял, ничего не помогает. Типа дамаг как будто не проходит. Не-а, патронов нет, патронов нет. Есть смысл помирать или все-таки загрузить игру? Есть смысл понять, как убрать. Мне кажется, об дерево надо долбить. А при чем тут дерево? Как ты себе видишь эту механику? Ну, то есть ты между собой и им, типа, на его пути дерево, чтобы было. Потому что, по-моему, Так на каждый его раз, пути и так стоит дерево. просто каждый раз, когда доска красная становится, он в дерево встревал. Ну подожди, доска красная, это же что-то должно значить? То есть, типа, возможно, дамаг проходит только тогда, когда у него доска красная. Но мы не знаем, проходит дамаг или нет. Ну ты сейчас видел, чтобы дамаг проходил? Да, он что-то не проходит, как будто. Давай попробуй еще раз его сейчас, чтобы он возле дерева был. А у меня нет патронов. А ты просто бегай. Ну вот он стоит. Он застревает ногой. С дубовика стреляла пулька дубовым. Вот он опять Видишь, забагался. фигня. Вот я его бью прям по жопе. Ну давай, что стоишь-то? Вот он застрял. Прям по жопе тебе. «15 минут осталось. Начать новый цикл, чтобы не потерять накопленный прогресс. Да, мне кажется, можно и загрузить. И так нормально. Я нажала Escape, если что. Ну, для того, чтобы загрузить именно свое сохранение. Это нам показывают фильм, который мы смотрели на пленке. Ну чё, есть идеи какие-то? Во-первых, взять побольше патрон для чего-нибудь, для дробовика, допустим. Вина Джеймса Купера. Хорошо, возьмем. Патроны для пистолета. И какие идеи есть? Эти возьми пилюлю. Пилюля? Чтобы быстрее быть. Там же одна аптечка есть. Не, без болта тебе скорость дают. А что тогда ты хочешь? А что, чуть-чуть нельзя? Кого? Только так можно? А что я могу с этим сделать? Не я же игру разрабатывала.
А, кстати, блин, вот что мы забыли-то в сейф-комнате сделать. Точно, типа, посмотри. Способность, смотри, прорыв, вторая жизнь. Вторая жизнь реально, короче, работает. Адреналиновый рывок. Длительность действия обезболивающих на 35. А мы хотим поставить бумер. У обычных врагов есть 10% шанс взорваться при попытке атаковать вас. Это, наверное, очень весело. Грубая сила. Увеличит урон полицейской дубинки на 300%. 300%? Я поставлю грубую силу вот так вот. Вот это вот меня устраивает. Устраивает и... Ладно, просто если мы помрем, придется опять заново все это делать. Ну и сейчас опять в аптеку заходить. В аптеку? А что там было? Патроны для дробовика, по-моему, были. Аптека дробовика. А, ну да. Так, через столовую мы идем. Мы идем потом вот сюда, там статуя. Да что такое-то? Фонарь как-то работает не очень. Аптека. В аптеке что мы взяли? Мы открыли ящик. И патроны для винтовки. А, для винтовки. Это в новое оружие, которое мы недавно взяли. 8 патронов, короче, влазит. Это закрыто. Ну чё, как думаешь, что делать будем? Бегать, пока он не застрянет, потом Only one of us is gonna make it, and you're already dead. Один из нас пройдет через это, а ты будешь уже мертв. Ну как он так меня задел-то нелепо? Чё за кака? Я хотела уворачиваться. Хорошо, допустим, я жду, пока он пробегается. Нужно убрать эту доску с его спины. Ой, какой ты баганутый. А если я стрелять буду в доску? Ну, так, просто для интереса. Хочется, знаешь чего? Какой-нибудь липкой взрывчатки. Вот это было бы прикольно. О, прилип! Может, адреналин использовать? А что такое? Ну, обезболивающий. Увеличивают передвижение и здоровье. Допустим. Я его триггерю. Он агрится и цепляется за дерево. Стреляю в доски. О, вот это гений. Давай, вперед. Гениально, мужик, ты деревья сломал. О. Все очень плохо. Перезаряжаюсь. Вот и стой там. Стой там, не уходи. Давай. Как будто это бесполезно. Наконец-то ты сдох. Убить вину. Заберите ключи у вины и используйте, чтобы найти выход. Это была вина.
Вина Джеймса Купера? Типа та самая, которая висит у него на плечах? Нужно освободить место. Патроны дробовика. Так, мы взяли ключи вины. Старый ключ, покрытый ржавчиной, который когда-то висел на шее существа, освобожденного тобой от страданий. Держа этот ключ в руке, ты чувствуешь себя намного лучше. Немного лучше. Используйте ключи, чтобы найти выход. Используйте аптечку, чтобы не сдохнуть. Открыть засов. Какой-то засов я открыла, но это же не ключ. А это что там такое? Кто там такой нерешительный? А это что такое? Какие-то подгорельцы у нас тут. Подгорельцы. Но, кстати говоря, вроде как понятно, почему у нас здесь подгорельцы. Это все из-за того инцидента с девочкой и ее семьей. Открыть дверь туалета. Это по-любому все оттуда. Только что проходили такую же игру с похожим сюжетом. Какое? Ну, пироманьяк. Пироманьяк? Ну там-то просто в реальной жизни маньяк. А тут-то как бы... Тут-то что-то не то. Так, патроны еще взять. Ключи вины. И куда мы попали? Что за модная дверь? Так, у меня чупсик самый последний. Используйте рацию. Стоп. А почему мне дают уже еще одну кассету? Патроны для винтовки. Я перемещу все вот это, потому что я думаю, что патроны у нас еще будут. Обезболивающие тоже. Патроны дробовика. Записка пациента. Я кормил его снова и снова. Я тащила санки по коридорам, оставляя за собой след темной липкой дани. И с каждым подношением оно менялось. Не только в размере, но и в присутствии. Цепи поначалу казались утешением. Железо и ритуал, сплетенные из отчаяния. Жалкая попытка человека сдержать то, что никогда не должно было существовать. Я обмотал их вокруг его конечностей, горла, дрожащей массы плоти и памяти. Оно не сопротивлялось. Оно лишь смотрело на меня. Оно понимало. Когда оно возвысилось надо мной, огромное, пульсирующее, вдвое выше меня и вдвое больше самого моего существа, я наконец увидел истину. Я не был его хозяином. Никогда им не был. Это место не было ни больницей, ни моргом, ни сооружением, созданным человеческими руками. Это была пасть, бесконечное горло, пожирающее весь свет, все время, весь разум. И я стал его хранителем, его жрецом, его пищей. Теперь я все еще кормлю его. Я кормлю его мыслями, дыханием, воспоминаниями. Я кормлю его формами слов, которые больше ничего не значат. Цепи исчезли, или, возможно, исчез я сам. У этого пиршества нет конца. Лишь жевание, дыхание и мягкий влажный звук вечности. Сохранить игру. Не-не-не, кассету сейчас не надо. Кассету не надо применять. Я сохранила бы игру просто на пленку, честно говоря. Например, перезаписать верхнее.
Rose, you got Роуз, me. ты меня слышишь? Это Купер. Слушай, я не нашел I couldn't find Харрисона. Harrison. But instead, Но вместо этого... Кто ты? Что ты имеешь в виду? Роуз, это я, Джеймс. James, We found the body of Мы нашли тело настоящего Джеймса Купера. what do you mean? Что ты имеешь в What do you mean, виду? Cooper's body? Что ты имеешь в виду? Тело right Купера? here. Я прямо здесь, In this damn hospital. в этой чертовой больнице. Rose, Роуз, Rose, Роуз, не говори так, боже, не делай этого со мной. don't do this to me. We'll find you soon. And Мы you'll скоро answer тебя for найдем, и ты ответишь за это. My body. Мое тело? Could they find Как my они body? могли найти мое тело? Что за чепуха? Это полный нонсенс. Absolute nonsense. Мне нужно подумать. Подумать. Как так, такого я не ожидала. Как это нашли тело Купера? Я хочу, чтобы он был жив в реальной жизни. Понимаешь, о чем я? Хранилище. А, чупик надо ставить. Ну, в общем, у меня такое предложение. Раз уж нам дали последний, 20-й чупа-чупс, то я предлагаю сейчас сбегать к нему и посмотреть, что эта загадка нам откроет. Что она нам даст и что, какой скрипт как бы сработает вообще после этого чупика. А из этой области мы, интересно, можем выйти куда-то? Ну, там, например, вот в эту дверь. А, ну да, можем. Административный кабинет. А что он открылся? А, или он уже был открыт. По карте у нас здесь склад, сохранение. А, еще одно сохранение. Это одно из тех сохранений, о которых я реально не помню. Ладно, сейчас дойду до Чупа-Чупса. И там посмотрим, что случится. Я дошла до чупика на склад. Положить конфету и смотрим, что получится. Боже, зачем я вообще таскался повсюду с этими конфетами? Мастер картечи. А, так и для способности, что ли, надо? Карта. Карта. Этаж 3. Хорошо. Последний раз. Последнее, что нам открыли. Это сад. В саду взять еще магнума. Там же нам дали, значит, сохранялку с кассетой. Запертый ящик уровень 4. Нам везде предлагают станции сохранения. То есть, будто бы эта глава, которую мы сейчас проходим, она действительно какая-то короткая. Я сейчас тогда добегу до сохранения в саду. Мне кажется, это специально сделали короткую главу, чтобы маршаться с этим боссом, и у тебя перезапускалось как бы в самом начале этого файта. В смысле, перезапуск петли? Да. Ну, я просто, видишь, я не в курсе, почему так коротко как бы. Обычно ты главу там проходишь по 2 часа. Это не претензия, как бы просто вопрос. Если Ну, так да. может быть, ну, значит, так может быть. А если не может, тогда и непонятно. Админ-кабинет. Так, это тоже сохранение, короче, сад. В саду я не собрала патрон, сейчас я его собираю. И на этом будем серию заканчивать. Сегодня я уже наговорилась, у меня даже голос подсел. Так, горящая область. А мы же осмотрели все, да? Туалет. Ну, где комната сохранения, там что-то 2 восклицательных. На карте. А что за раздевал? А. Подожди, открыть синяя карта. Бинты. А, так и вот мы здесь не были. Правильно? Угу. Тихий убийца. Мы тихого убийцу не взяли, представляешь? Сейчас надо в сейф-комнате посмотреть, что это за такие способности. Пакет с кровью, кстати, спасибо. Этого бьем просто. Ашот ваншот, потому что у нас... А, у нас стоит, кстати, способность. Это что, дубинка очень мощная. 300%, да. Потому что сейчас у чувака прям башка отлетела. Душевые, открыть дверь.
А чё душевые нам не открывают? Душевые, бассейны, конференц-зал, комната наблюдения. Видимо, у нас будет ключ. Что за дела такие? Нажимаем Т. Да, это у меня грубая сила, урон полицейской дубинки на 300. Тихий убийца. Враги вас не слышат, если вы подкрадываетесь сзади и остаетесь вне их поля зрения. Мастер картечи увеличивает урон дробовиков на 25%. Прикинь, леденцы мы собирали ради мастера картечи. Урон дробовиков на 25%. Но пока что меня устраивает вторая жизнь, грубая сила и прорыв. Полицейская дубинка ломает хрупкие двери. То есть вообще прорыв классная тема, если у тебя закончились патроны дробовика. Хотя увеличить урон дробовиков на 25 тоже вроде как бы круто. Но я не заметила, чтобы в этой игре давали больше патронов на дробовики. Здесь больше патронов на пистолет дают. У обычных врагов шанс взорваться при попытке атаковать вас. Ну это по приколу, конечно. Я не знаю, вот Сань, ставить дробовики или что? Или лучше оставить прорыв? Пока есть патроны для дробовика, можно и поставить урон. То есть все, мы не можем больше выбивать двери с руки. Только с дробовика. Ну, раз уж это такая короткая глава, то я себе сразу в инвентарь к следующей серии, значит, положу видеокассету. Переместить. А бинты мы будем убирать. Стерильная упаковка останавливает падение на 2 минуты. Я все-таки это уберу, красную карту. А, кто заметил, у меня из инвентаря пропала синяя карта. Я заметил, но я думал, это какой-то прикол. Нет, это... Так в Резиденте так же. Если у тебя предмет использован везде, где мог использоваться, он просто пропадает. Я же ничего не путаю. Может быть. Магнум, дробовик, пакет с кровью, здравоохранение. Ну, вот здравоохранение я, наверное, оставлю. Но зеленая эта карта у меня никуда не исчезала. Возможно, есть еще зеленые двери. Это меня интригует. Где же еще может быть зеленая дверь? Возможно, для какого-то ящика. Возможно, что-то на самом начале игры. То есть в локации подвала. Ключ от ящика с припасами тоже непонятно. Он для оранжевых ящиков, которые просто открываются ключом, а не ключ-картой. Куда его применять, пока не пон. Рычаг вроде как для электричества, для освещения больницы в подвале. В общем, я думаю, что следующую серию тогда начинаем сразу с просмотра видеокассеты в этой комнате. Потому что по логике вещей все остальное мы сделали. То есть за эту серию вообще очень много всего сделали, очень много интересных вещей открыли, записок прочитали, оружие насобирали. В общем, очень насыщенно и длинно получилось. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк, если это видео вам понравилось. И не подписывайтесь на канал для того, чтобы пропустить все самое интересное. Всем желаю хорошего настроения и до следующей серии. Всем пока-пока. Пока-пока. А я же приседать не могу, я же не могу присесть. Сохраняйся. Не, просто они говорят подкрадываться к врагам. Как я буду подкрадываться к врагам? Вот эта способка, да? Пешком, наверное. А как пешком, если я и так иду пешком? Да необычно, блин, ты не подкрадываешься, они не стоят, они просто на тебя сразу вылезают. Ну, то есть, а как ты можешь бить того, кто смысл? тебя и так видит? Ну, вопрос. А, открыть Вот. ящик. Я Патроны говорю, маг. там эти 2 восклицательных знака было. Патроны магнум и пистолета. А, ну это хорошо, что мы сейчас их взяли, потому что сейчас сохранением будет. Так, ну все. Заберите предмет со станции, используйте видеокассету, чтобы сохраниться. Глава 6. Подожди, нет! А, там же написано. У тебя в этом, да, было? А все уже. Короче, кто не понял, когда у тебя есть в инвентаре кассета, видеокассета и пленка, он использует видеокассету как приоритетную. И, соответственно, у нас идет дальнейшая часть рассказа. А я уже со всеми попрощалась, а как бы, ну, надо рассказ послушать. Асмодий и другие демоны появились из гниющих человеческих костей. У него не было ни глаз,
Ни ушей, ни рта, однако он воспринимал мир разумом, включая поток информации от Гленрока. Но мудрец внезапно умер под тяжестью наростов на своем теле. Поток был прерван, и почти все молодые демоны погибли. Осознав последствия его смерти, Великий Суд решил уничтожить бесполезных существ. Единственным подходящим оказался Асмодий. Его еще формирующееся сознание демонстрировало поразительные результаты. Без мудреца его вернули к первоисточнику, чтобы он отрастил жизненно важные. Асмодий развивался иначе, полностью в одиночестве. Лишь изредка он ощущал чье-то присутствие рядом, но каждая попытка контакта возвращала лишь тишину. На самом деле, это же Асмодий или Асмодиус, это реальный демон. Так-то. Нам дают ключ от душевых. Кажется, мы знаем, куда мы пройдем в следующей серии. Да-да-да, в ту самую дверь, которая прямо здесь рядом. Ну, зато мы знаем, что мы будем делать. Все, на этом всем точно пока-пока и до следующей серии.